Сегодня мы будем настраивать наше окружение, поднимать виртуальную машину, устанавливать на нее Linux CentOS и создадим репозиторий в GitLab, с которым будем как раз таки работать. И если театр начинается с вешалки, то программирование, DevOps, тестирование и, в принципе, по большей части IT начинается с Google. В первую очередь мы пойдем в Google. Но для начала давайте определим, что нам нужно. Наша первоочередная задача, с чего бы нам начать. Вот у нас есть тестовый фреймворк, и нам нужно сделать для него такую DevOps-инфраструктуру. Конечно же, в этом деле я решил, что буду использовать виртуальную машину и на ней производить, соответственно, запуск тестов и прочие инфраструктурные решения. И в первую очередь нам нужно с вами установить, в моем случае, VirtualBox, который позволит нам поднять виртуальную машину. Для этого мы просто пишем VBox или VirtualBox Download и находим первую ссылку, то есть Oracle VM VirtualBox. Это то, что как раз нам и надо. Здесь никаких сложностей, я думаю, не будет. Мы просто скачиваем тот установщик, который нам необходим для нашей операционной системы. В моем случае это Windows. Скачиваем себе на компьютер. Затем, то есть у нас после установки у нас появится вот такое вот следующее окно. Вот как вы видите, у меня здесь уже есть, правда, 3 виртуальные машины на CentOS и 2 на Ubuntu. И далее, помимо того, что у нас будет виртуальная машина, нам необходим образ самой операционной системы. И это также легко гуглится. Мы просто пишем CentOS Download, открываем первую попавшуюся ссылку. В данном случае я буду устанавливать CentOS Stream 8 версии. Далее вы переходите к той архитектуре, которая вам нужна. Выбираете, соответственно, ссылку, которая вам подходит, то есть из зеркала, где можно скачать ISO файл, то есть ISO файлы мы будем как раз таки запускать. Условно это будет наш виртуальный диск, который мы вставляем в CD-ROM и запускаем виртуальную машину. Ну, допустим, первая ссылка, там будет ISO, например, вот этот файл. Также нажимаю скачать, и у нас все скачивается. Ну, как вы можете видеть, у меня уже есть версия 8 скачанная, поэтому я скачивать не буду. Вот, вы можете поставить на паузу, скачать, и как раз таки все это дело у вас будет уже на вашей рабочей машине. Но давайте представим, уже мы все скачали, установили, вот у нас наша виртуальная машина. Что же делать в первую очередь? Для начала, конечно, нам нужно ее создать. То есть мы выбираем Machine, New, и называем ее. В моем случае это будет DevOps Sandbox. Давайте еще напишем DevOps Sandbox CentOS. И как вы видите, по ключевым словам автоматически VirtualBox понимает, что мы имеем в виду семейство Red Hat в данном случае. Ну и будет у нас это CentOS. Затем мы выбираем машину, в которой будет все храниться, связанное с нашей, точнее, выбираем директорию, где у нас будет храниться вся информация с нашей виртуальной машиной. Так, я что-то заговорился, да? Ну, в общем, я думаю, вы поняли. То есть та директория, где будет храниться вся информация о вашей машине. Выбираем, оставляем, соответственно, тип Linux, все у нас верно, и нажимаем Next. Далее определяем количество памяти оперативной. Я выставлю, пожалуй, ну будет пусть 496 тысяч. Я предполагаю, что то, что мы будем делать на курсе, это не будет особо ресурсно-затратная задача. Вот, поэтому если у вас хотите выделить меньше, можете выделить меньше. Это разница не принципиальная. Далее оставляем все как есть, то есть создаем виртуальный диск, скорее всего у вас его нету, то есть я могу в принципе использовать существующий, но я создам новый. Здесь по настройкам, какой тип жесткого диска, вы можете почитать, поизучать, в это углубляться не будем. Я думаю, что в нашем случае просто для пользования нам хватит и тех настроек, которые указаны здесь.
и оставляем динамически расширяющий диск. Эту настройку оставим как динамическую. Опять рекомендую погуглить, узнать, что это такое, чтобы было понятно, почему мы выбираем именно динамическую. Если вы уже знаете, можете написать в комментарии и заранее подсказать тем, кто будет смотреть это видео дальше. Ну, здесь, соответственно, выбираем, какое количество гигабайт будет выделено жесткому диску. Я, пожалуй, выделю 30 гигабайт. Я думаю, что мне этого хватит. У нас как бы виртуальная машина готова, но на ней нет никакой операционной системы. Условно, вы купили компьютер без операционной системы. Ну или у кого-то взяли. А теперь нам нужно установить нашу CentOS. Чтобы это сделать, нужно поместить операционную систему, диск с установкой, то есть ISO, который мы скачивали, в виртуальную машину. Делаем это следующим образом. Выбираем Storage, нажимаем Empty, то есть видите, пустой дисковод у нас. И здесь выбираем Choose a Disk File и выбираем здесь наш ISO файл. Теперь у нас все окей, готово, там есть диск. И с этого момента мы нажимаем на старт, и у нас начинается запустится наш установщик. На что я хочу обратить внимание в качестве именно работы вот с этим вот окном виртуальной машины. Я вот сейчас изменил размер. Сейчас я сначала верну все как было. Для того, чтобы просто у вас не возникало трудностей. Сейчас пока окошечко маленькое, я его позже увеличу. Смотрите. Какая может быть одна из первых проблем? Мы нажимаем курсором на наше окно виртуальной машины, и курсор пропадает. Видите, его нет. А теперь появился. Кликнул, опять пропадает. Дело в том, что когда мы кликаем, мы попадаем в виртуальную машину, и как бы курсор с нашей физической машины, он весь там. Но если это предполагается, что это сервер без GUI, то у нас не будет курсора, и поэтому мы не сможем ничего делать мышкой. Для того, чтобы выйти из этого режима, нужно нажать на правый Ctrl. Вот видите, тут даже написано правый Ctrl. Видите, он такой пустой. Я кликаю на виртуальную машину, и он становится зелененьким. Вот, теперь это один момент. Второй момент – это как работать с окнами. То есть здесь у нас есть такое меню, который позволяет нам использовать View. View – это как раз-таки View мод, который нам отображает нашу виртуальную машину так, как нам нужно. То есть мы выбираем, например, Full Screen мод. Это получается на весь экран, но вы можете заметить, что у нас масштаб не совсем подходящий. Ну вот, например, мы делаем 150 или, например, 200, вот уже покрупнее. С этими настройками, я думаю, вы разберетесь, посмотрите. Просто лишний раз, чтобы не пугало, если кто-то вот не сталкивался с VirtualBox, когда мы кликаем, вот у меня опять курсор пропал, что же делать? Нажимаем на правый Ctrl. Для того, чтобы, вы видите, здесь нет меню, она как бы вот у меня внизу. Для того, чтобы вызвать ее таким образом, как сейчас я вызываю, мы зажимаем правый Ctrl и нажимаем на кнопку Home. И как вы можете понять, я это говорю с точки зрения, с позиции операционной системы Windows. На macOS будет немножко иначе. Опять-таки, как будет иначе, вы отлично сможете погуглить. Вот. Я все-таки пока сделаю Scale мод. То есть это мод, который позволяет нам самостоятельно менять масштаб, растягивая окно и так далее. То есть можно так сделать. В общем, я думаю, вы поняли. И теперь можно продолжать. Итак, у нас install CentOS Stream 8. Нажимаем Enter. Установщик, скорее всего, здесь будет GUI. То есть мы сможем выбрать там язык, прокликать, создать пароль рута и так далее. Я думаю, с этим проблем у вас не возникнет. Но, пользуясь случаем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и добавляйтесь в группу в Телеграме, группу, чат в Телеграме, где можно пообщаться, задать какие-то вопросы. Если вдруг вопрос более-менее сложный, но есть необходимость как-то вот его задать и через комментарий, если он не выходит. Итак, значит, мы попадаем в CentOS, Welcome to CentOS, такая прекрасная картина, и я думаю, English нам будет достаточно.
Также можно переключаться с помощью клавиш Tab. Смотрите, здесь у нас что тут необходимо. Первое, это мы создадим пароль для рута. У меня он будет максимально простой. Но, конечно, на продакшене так делать не стоит. Для пользователя можно создать и пользователя, под которым мы будем работать в будущем, но я думаю, лучше мы его сделаем на следующем уроке и как раз поработаем, уже начнем работать в консоли. Далее подключаемся к нашей сети, чтобы у нас был интернет у виртуальной машины. Дальше мы выбираем жесткий диск, который в дальнейшем будет у нас использоваться. Теперь ждем, как у нас пройдут все настройки, установки, и у нас задизейбленные кнопки станут Enable. То есть, соответственно, можно будет на них кликать. Вот, соответственно, кнопочки у нас появились. Теперь выбираем Installation. Здесь, точнее, Installation Source у нас здесь ничего не нужно. Software Selector. Здесь вот нам Selection нам нужно выбрать, то есть у нас тут по дефолту сервер with GUI, нам Graphical User Interface не нужен. Поэтому я просто выберу сервер без графического интерфейса. Вы можете также посмотреть разные другие настройки, если вам интересно там погуглить себе там что-то добавить заранее. Я заранее ничего ставить не буду, все, что нам понадобится, будем устанавливать через YAM утилиту. Все готово, ну и давайте начнем установку. Это будет достаточно длительное время, продолжительное, поэтому, скорее всего, этот участок видео я пропущу. Итак, что у нас? Значит, все установилось наконец-таки. И мы нажимаем Reboot System для того, чтобы это все успешно поставилось в итоге. Так, выбираем первое. И вот у нас, значит, localhost root и пароль. Так, ну вот мы зашли, все хорошо. Теперь нам необходимо закрыть. Закрываем нашу виртуальную машину и сделаем одно очень важное дело. Есть такое понятие, как снапшоты. Они позволяют сохранить текущее состояние вашей виртуальной машины, вашего сервера, и поэтому я рекомендую это делать обязательно в те моменты, когда вы сделали что-то, что уже больше вот следующей точки невозврата условно пройдена, и вы хотите, чтобы этот результат сохранялся, даже если вы где-то напортачили, вы могли к нему вернуться. И, конечно же, в те моменты, когда вы думаете, что сейчас вы будете делать что-то, что сломает все к черту. И стоит сделать заранее снапшот. Вот. И так как для того, чтобы, если вдруг мы сломаем сейчас машину спустя там несколько видео, чтобы не ставить заново, мы сделаем такой дефолтный снапшот, который будет у нас называться там default host. То есть это просто чистая установленная операционная система, но уже готовая, сделанная. Вот она у нас будет там храниться в этом снапшоте. Вот это закончили. И следующее, без чего мы не можем обойтись, как бы все остальное это будет происходить в основном в виртуальной машине на Linux, но то важное, без чего мы не можем еще обойтись, это репозиторий. Поэтому мы заходим, вы регистрируетесь, заходите в GitLab, у меня уже все есть, там какие-то проектики. Выбираете новый проект, New Project, смотря какой у вас там язык установлен, пустой проект. И здесь указываем DevOps Sandbox. И в принципе все, оставляем там readme и так далее, ну как на ваше усмотрение, там приватный, публичный, неважно. Вот так вот оставляем, создаем. И все. Проект у нас готов. Все, что нам нужно для начала работы, у нас в принципе есть. Буду стараться делать видео не сильно длинными, чтобы они, наверное, были лучше для понимания. Хотя не обещаю, поскольку бывают моменты, которые коротко не рассказать. В общем, вот такое вот у нас было начало.
В следующих видео будем уже настраивать нашу операционную систему, нашу виртуальную машину, имею в виду. Вот, а пока приводите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.